для кого не секрет, что большая карьера Эдуарда Сверсяна началась после его дебюта за сборную Армении. То же самое можно сказать и о Наире Текнезяне, Георгии Харисуняне, Угочуку Иву, Юрии Мавсисяне, Маркусе Пиццелли и других известных армянских футболистах прошлого и настоящего, которые согласились надеть футболку национальной сборной Армении, и это положительно повлияло на всю их дальнейшую карьеру. Но есть и много футболистов, которые по разным причинам отказались играть за свою историческую родину. И в этом видео я предлагаю вспомнить самых ярких футболистов с армянскими корнями, которые могли, но отказались выступать за сборную Армении. Первым в этом списке будет Диего Росси Марашлян, уругвайский футболист армянского происхождения. Он воспитанник одного из лучших клубов Уругвая – Пеньяроля. В 18 лет нападающий дебютировал за родной клуб в высшей лиге, выйдя на замену вместо знаменитого Диего Фурлана, и уже через 10 минут отметился голом. В том сезоне он помог своему клубу стать чемпионом, а уже через год перешел в американский МЛС в клуб Лос-Анджелес, где тоже отметил свой дебют голом. Уже тогда Диего слыл большим талантом. За его спиной была победа на молодежном чемпионате Южной Америки в составе Уругвая, а в МЛС за Лос-Анджелес в 104 матчах он отметился 48 голами. В 2018 году тогдашний наставник сборной Армении Армен Гюльбадагян заявил, что ведутся переговоры о вызове Марашляна в сборную Армении. Однако тогда 20-летний футболист отказался от вызова, заявив, что надеется в будущем удостоиться вызова в сборную Уругвая. Стоит отметить, что Диего повел себя очень честно, объясняя причину своего отказа. Мои армянские корни с материнской стороны. В свое время ее семья перебралась в Уругвай из Армении. Что касается приглашения выступать за национальную сборную Армении, то оно мне было сделано, и я очень этим польщен. Дело, однако, в том, что я родился в Уругвае, считаю себя в большей степени уругвайцем, и моя мечта – играть за сборную родной страны. Я поблагодарил за приглашение, привел свои доводы, все же я больше уругваец, нежели армянин. Любовь армянских болельщиков к нему немного остыла, когда стало известно о его переходе в турецкий Фенербахче, сначала в аренду, а затем и с выкупом за 5 миллионов евро. За 2 сезона в 64 матчах Марашлян забил за новый клуб всего 10 голов. Недовольные турки за 1 миллион его вернули в МЛС. Новым его клубом стал Коламбус Крю, где на тот момент лучшим футболистом был знакомый всем Лукас Элараян. Несмотря на неудачный турецкий этап в карьере, Марашлян в 2022 году удостоился вызова в сборную Уругвая против команды Чили в матче квалификации к чемпионату мира 2022 в Катаре. Всего на его счету 7 матчей за Уругвай, единственный гол приходится на товарищеский матч с Панамой. На сам мундиаль в Катаре Марашлян не был вызван. Сейчас ему 25 лет, он основной футболист Коламбус Крю, однако не выделяется на общем фоне нападающих МЛС. Периодически получает вызовы в сборную Уругвая, однако основным нападающим там является Дарвин Нуньес из Ливерпуля, а на подмену ему выходят более перспективные Факундо Пелестри из Манчестер Юнайтед и Агустин Канобио из Атлетико Паранаенсе. Да и 36-летняя легенда Луис Суарес пока не повесил бутсы на гвоздь. Сложно сказать, как бы сказалось на карьере Марашляна его выступление за национальную команду Армении. Возможно, он тогда был бы под пристальным вниманием европейских скаутов и уехал бы покорять один из топ-чемпионатов, а не турецкую суперлигу. В любом случае, осуждать его за это армянским болельщикам точно не следует. Человек честно признался, он чувствует себя уругвайцем, а не армянином. К тому же ему всего 25 лет, и, возможно, лучшие годы еще впереди. Отмечу еще, что у него есть младший брат Николас Марашлян, выступающий за Пеньяроль на позиции левого полузащитника. О нем есть видеоролик на моем канале. В 2020 году, до перехода в основную команду своего клуба, Николас получил вызов в молодежную сборную Армении и согласился ее принять. Однако из-за ковидных ограничений не смог к ней присоединиться. В настоящий момент нет информации о его вызове в основную или молодежную команду Армении. Хоаким Богосян, еще один уругвайский нападающий с армянскими корнями. Начинал свою карьеру в Серо, где в молодом возрасте отличался своими большими габаритами и забил 23 гола в 55 матчах. В 2009 году 22-летний Хоакин был арендован аргентинским Ньюэллс Олд Бойсом. Наколотив 11 мячей в 18 матчах, он стал лучшим бомбардиром своего клуба. О нем тут же заговорили как об одном из самых талантливых нападающих аргентинского чемпионата. К
тому моменту о Богосяне уже активно говорили армянские болельщики. По инициативе фанатской организации First Armenian Front они обратились к Хоакину с просьбой выбрать Армению. Армянские поклонники с разных концов света, от Стамбула до Пекина, сняли видеосюжеты с лозунгом «Хоакин, te esperamos» – «Хоакин, мы ждем тебя». Когда я увидел этот клип, я очень обрадовался. Я показал видео членам моей семьи, они тоже тронуты этим обращением. Несмотря на то, что я на такие вещи не обращаю внимания, тем не менее весьма благодарен за это видео, заявил Погосян. В преддверии чемпионата мира 2010 в Южной Африке Хоакин объявил, что выберет сборную Армении, если тогдашний наставник Уругвая Оскар Табарес не вызовет его в состав южноамериканской команды для участия на Мундиале. Однако позже выяснилось, что так он пытался воздействовать на решение Табареса и на самом деле за Армению играть не собирался. В действительности у него не было шансов поехать на Мундиале, поскольку для всех, кроме самого Погосяна, было очевидно, что Диего Фурлан, Луис Суарес и Эдинсон Кавани были на тот момент на 2 головы выше него классом. В попытке доказать, что он достоин большего, после успешного сезона в Аргентине Хоакин перешел в австрийский Red Bull Зальцбург, чтобы оттуда начать покорение Европы. Однако габаритный форвард в 26 матчах отметился всего лишь 2 мячами. Посредственный показатель для любого нападающего. Не мудрено, что австрийская команда решила от него избавиться, отправив его в аренду сначала в уругвайский Национал, а затем в бельгийский Брюгге. Ни в одном из этих клубов он даже близко не вышел на былой уровень. Остаток карьеры Богосян провел во второсортных аргентинских и уругвайских клубах, забивая за сезон не более 3 голов. Когда спустя годы у Хоакина спросили, почему он отказался от сборной Армении, футболист наотрез отказался признать этот факт. «Я никогда не отказывал. Я получил приглашение присоединиться к сборной Армении в конце сезона 2009-10, когда играл в Аргентине. Тогда я попросил немного времени, чтобы я смог провести свои каникулы со своей семьей, после чего мы вместе приняли бы решение. Я попросил позвонить мне в июне, но они не позвонили. В августе 2010 года мне позвонили уже другие люди из Федерации, но тогда я уже был в Зальцбурге. Они спросили, не хочу ли я посетить товарищеский матч сборной Армении. Я был очень воодушевлен в тот момент. Я попросил договориться с моим клубом, но больше звонков не получал. Дело не в том, что я выбрал Уругвай, а в том, что мы не договорились со сборной Армении. Вот такая моя история с национальной командой Армении», – рассказал футболист. Стоит отметить, что в Уругвае есть большая армянская община, которая сохранила свои армянские традиции, и есть даже армянские школы, одну из которых посещал Богосян. Поэтому говорить о том, что для него Армения была чем-то чуждым и далеким, не приходится. Просто футболист неадекватно оценил свой футбольный талант, а потом решил придумать глупые отмазки, чтобы объяснить свое нежелание выступать за Армению. В этом случае намного большую симпатию вызывает позиция Диего Марашляна, который с самого начала вел себя честно с болельщиками, не играя на их чувствах. Сейчас Хоакин Богосян является тренером и возглавляет клуб Уругвай Монтевидео из 2-й лиги Уругвая, и пока больших успехов на этом поприще не добился. На этом на сегодня все. Если видео зашло, не пожалейте для меня своего лайка и подпишитесь на канал, а также напишите в комментариях имена футболистов, которых тоже можно включить в рубрику «Отказали сборной Армении». Спасибо за внимание и до новых встреч!